Сексуальные отношения мужчины и женщины. Так, именно эту тему сегодня я буду вам рассказывать. И с вами Чалышев Сергей и магазин magic-vant.me. Магазин оригинальных мэджиков, ну и вообще всяких самых крутых игрушек. Итак, 6 правил вместо введения. Первое. Разумеется, нужно говорить на тему секса. Второе. Нужно давать партнеру понять, как и в какой момент как вы себя чувствуете во время секса. И нет, призывно помычать во время секса не прокатит. Он может воспринять это как что угодно другое. Потому что возбужденный и когда вы испытываете боль, звучат одинаково. 5. После секса обязательно нужно благодарить друг друга. Но только не спасибо за секс, пожалуйста. Что было хорошо и что понравилось. И обязательно нужно всегда озвучивать то, что не понравилось. Важность вербальных коммуникаций и в отношениях. Этот ролик я поделил на 3 части. В первом я дам вам практику, конкретные вопросы, как задавать что в процессе секса. Во втором ролике будет теория и выписки из статей, которые привели к этой теории. И в третьем будет куча забавной статистики. Я в итоге решил, это все получилось длинное, я решил поделить это на 3 ролика. И чтобы вас не утомлять, в первом ролике я дам именно практическое руководство. Основной барьер во многих сексуальных отношениях – это незнание информации друг о друге, незнание, что происходит с партнером во время постели, неумение отслеживать реакцию, вернее, не умение отслеживать реакцию, а точно знание реакции. Для этого вам и требуется именно вербальная коммуникация, ведь догадываться ничего не даст. Приведу вам некоторые цифры из статьи, которые я буду озвучивать во второй части. Эти цифры будут очень важны. Вначале ученые взяли 388 пар и протестировали их. Большая часть пар ошибалась во время секса, пытаясь оценить, что происходит с другим партнером. И ошибалось оно примерно 50 на 50. Но это все равно, что монетку подбросить. Не более верная статистика. Точно знали, что происходит с партнером, всего 6,8% пар. Они могли четко отследить, что происходит с их партнером. Но самое ужасное, что 7,6% пар определяли точно. Они были полностью уверены, что происходит с их партнером. Они могли сказать, что и как он чувствует. И они всегда были неправы. То есть на 100% ошибались. Это 7,8% пар. Да, сейчас кто-то из вас скажет, но мы уже 20 лет вместе, у нас такого точно нет, мы точно не из этих 7,8% пар. А я скажу, что длительность отношений по той же самой статистике не влияла на степень коммуницирования и умение коммуницировать в парах. Единение и удовлетворение друг другом или простая разрядка сексуального напряжения, как сейчас модно говорить. Что есть секс? Какая из этих фраз права? На самом деле обе фразы правильные, просто зависит от пары, в которой она воспринимается. И каждая пара устраивает для себя, какой из вариантов из этих 2 утверждений верен для нее. Важные аспекты сексуальных отношений по пунктам. Сейчас я скажу вам простые пункты, что сделать, чтобы попасть в лучшую часть статистики, которую я озвучил. Итак, поехали. Корректировать свои действия и движения в зависимости от того, как партнер реагирует на эти ваши самые действия. Насколько в паре мы способны реализовать свои все скрытые, в том числе скрытые подавленные желания сексуальные, насколько это будет комфортно делать нам в паре. То есть боимся ли мы делать это с партнером. Получать сексуальное удовлетворение каждым из партнеров во время каждого вашего секса. Либо доставлять удовольствие другому партнеру, зная, что в этот день один из партнеров не получит удовлетворение. И оба партнера про это знают. Банальный принцип – это минет в машине. Там только один человек получает удовольствие. Но сделать это может быть у 2 людей в головах, а может быть только у одного. Избегать стрессовых ситуаций и состояний во время секса. И здесь мы, снова вспоминаем про наши скрытые желания и то, чего с этим партнером делать мы не можем, нам запрещено, нам нельзя или мы боимся. И 5. Конечно же, производить изменения сценария, к которому скатывается большинство пар, находя самые лучшие техники воздействия на своего партнера. Ведь все скатятся к одному и тому же сценарию. И даже если он очень эффективен, его нужно менять и постоянно чем-то добавлять. Я не говорю, что каждый день. Но если вы весь год будете использовать один и тот же сценарий, он вам надоест. И вы начнете заниматься сексом по обязательствам раз в месяц. То есть, сформулирую. Вам нужны постоянная обратная связь и постоянная коммуникация с партнером. Вы должны общаться на эту тему, и каждый из партнеров должен знать, что происходит с другим. Иначе вместо данных у вас получится каша, которую вы сами себе и придумаете. Примеры, как давать обратную связь в сексуальных отношениях мужчины и женщин. Я вам дам простые примеры вербального общения. И запомните,
Это невербальное общение. Из этих стонов невозможно вынести точную информацию. Стонете вы от того, что вам хорошо, или от того, что партнер придавил вам ногу, будет немножечко непонятно. А тем более в порыве страсти угадать это настроение будет невозможно. Вернее, скажем так, оно будет возможно с вероятностью от 30 до 80%. Но всегда остается вероятность ошибки. А получая ошибочные данные, мы запоминаем их и считаем, что наш партнер в подобной ситуации будет вести себя вот таким-то образом, и ему, например, хорошо. А запомнили мы кривую информацию. А второму человеку язык не поднимается сказать нам, что ему это не понравилось. И вот вам простой набор фраз, которыми можно все это сигнализировать. Первое. Да, это хорошо. Вторая. Повтори то, что ты сейчас сделал. Третье. Запомни, что ты только что сделал. Я хочу испытать это еще не один раз. Четвертое. Здесь на выбор. Дорогой, мне это больновато, неприятно, не дает возбуждения. Меня это беспокоит. И обязательно то, что вы хотите вместо этого. Делай лучше вот так. Да, наличие объяснения, что вас беспокоит и что нужно сделать вместо этого, действительно очень важно. Иначе вы рискуете просто обидеть своего партнера. Дорогой, не делай так больше никогда, мне это больно. Это будет неприятно. Нет дальнейшего сценария, что человеку делать. Ему сложно, ему нужно думать, он выбивается из процесса. Дорогой, не делай так больше, мне это больно, давай лучше погладь меня вот здесь вот. Это будет куда мягче воспринято человеком. Пятое. Сейчас я бы хотел минет, кунилингус, анальный секс, вагинальный секс, погладить мне спинку, почесать меня за ушком. Неважно что, я бы хотела и чего конкретно. 6. Как давать понять, что вам именно конкретно это нравится. Дорогой, мне очень нравится, когда ты так трогаешь мою шею, волосы, спину, попу, ноги, руку, неважно что, глаз. Почему недостаточно сказать, что мне нравится, когда ты там гладишь? Человек за это время мог сместить руку, и вы скажете ему уже про шею, а не про голову. Поэтому вы говорите четко, мне очень нравится, когда ты так гладишь мою голову, или шею, или целуешь шею. Чтобы человек знал, что в следующий раз надо обязательно это тоже сделать. 7. Мне нравится этот темп. 8. Сейчас я бы хотела помедленнее, побыстрее, поглубже, не так глубоко, нежнее, грубее. Пожалуйста, дорогой, я всегда хочу чуть быстрее, медленнее, нежнее, грубее, глубже, не глубже. Чем отличаются эти две фразы, последние? В одном случае вы говорите про текущий момент, в другом случае вы говорите всегда. Логично, что второй вариант вы примените тогда, когда будете уверены, что это нужно вам вот в таком виде. А если учесть, что у вас голова занята другим сексом, поэтому, скорее всего, второй вариант применит очень мало количество пар и очень редко будут применять. 10. Мне хорошо. 11. Я возбуждаюсь все больше. 12. Меня это возбуждает меньше, чем секс, минет, кунилингус и так далее. Тут нужно выбрать. Вы говорите, что вот вместо этого лучше делать вот это. 13. Любая четкая, лаконичная фраза, которая дает быстрое понимание человеку, что нужно изменить, что плохо, что хорошо. Не давайте ему думать, я хочу, вот так мне не нравится, я бы хотел чего-то другого или хотел чего-то другого, но я не знаю, как это озвучить. Вы просто несете кашу себе в голову и человеку. Это все проще, чем вы думаете, и сложнее одновременно. Какие-то пары сейчас скажут, блин, ну мы и так все это говорим, это все легко. И да, они будут правы. А какие-то пары, им сложно произнести даже хотя бы одно слово. И здесь просто выбрать из чужого варианта для них намного легче. Причем самое интересное, когда вторые раз 5 повторят любые из этих фраз, они перейдут в разряд первых и скажут, кто? Чалышев Сергей? Да я не помню, что он там такое говорил. Ничего, мы это сами до этого додумались. Мы тут 20 лет там занимались сексом. Этого не знали, а здесь вот посидели и придумали. Это всегда происходит так, увы, я знаю, да. Как запрашивать обратную связь от партнера во время секса? Как человеку самому давать обратную связь, я уже объяснил. Сейчас я объясню, как ее запрашивать. Вначале скажу, как не запрашивать. Какие вопросы никогда не надо задавать. Ты кончил? Кончила? Сколько раз ты кончила? Куда тебе понравилось? Тебе понравилось? Знаете, что в этих фразах коробит? Ну, во-первых, про количество раз, сколько кончила, говорили уже многие, и в том числе я, невозможно узнать. Если это было больше, чем один раз, дальше счет у женщин, увы, они не могут посчитать. Это даже мог быть на самом деле один раз, который у них в голове засчитан как 5 раз, и они вам не могут ничего сказать. Значит, почему тебе понравилась плохая фраза? В этой фразе вы хотите от человека некой откровенности, что он вам сейчас расскажет, что ему понравилось. При этом, или понравилось ли ему вообще. При этом вы своей обратной связью не делитесь. И сейчас может быть ситуация, он скажет, ой, да, мне понравилось, это круто. А подсознательно человек будет ожидать, что ему могут отдать такой ответ.
Слушай, ну тебе понравилось, клево, а то по мне, ну хрень какая-то была, просто ужас. Там двигалось не пойми как, или там двигался черти как. И всегда мы ожидаем плохой реакции от других людей, мы так устроены. Наш рептильный мозг, он всегда заботится о нашей безопасности. Вот. И поэтому мы не склонны отвечать просто на вопрос, понравилось ли нам что-то вот так в лоб. Если человек скажет: ой, слушай, мне понравилось вот это, а тебе? Это легче, потому что человек уже высказал свое мнение, и здесь мы не налетим на это. Хрень полная. И еще важный момент. Человеку на ваш вопрос нужно будет давать обратную связь быстро. А еще и желательно так, чтобы этот звук, который он издает, да, нет, и так далее, можно было бы использовать как некий усилитель возбуждения. И он мог быть проговорен в страстном порыве. Поэтому не надо спрашивать просто: тебе нравится вот больше, когда я тебя по волосам глажу, или по попе, или спину, или какие варианты вообще тебе больше нравятся? Это плохой вариант. На него невозможно ответить в сексе и даже после секса. Итак, примеры. Тебе нравится эта поза? Тебе так удобно? Так тебе хорошо? Внимание, этот вопрос задается, когда вы трогаете конкретную часть. И не убираете руку на соседнюю, а то вам ответят, как я уже говорил в другом примере, что да, так нравится, только вы уже руку убрали там с груди, не знаю, на попу, и воспримите неправильный вариант ответа. Есть желание или есть мысли, как мы можем улучшить минет, эту позу, такой-то секс, сякой секс, движение, поцелуй и так далее. Разумеется, это делается именно в тот момент, когда вы этим движением занимаетесь. Делается это не после, а в самом начале, когда вы этим начинаете заниматься. Это единственный допустимый способ, где человеку придется включать свою голову. Поэтому, если вы уже двигаетесь в этой позе 5 минут, спрашивать этот вопрос будет тупо. Вы выбьете человека из, возможно, уже близкого к кульминации. Вы выбьете из процесса. Этот вопрос задается в начале. То есть вы там целуетесь вот так и говорится: может, у тебя есть мысли, как это улучшить, именно поцелуй. Обязательно мы проговорим, что мы сделали и про какое конкретное действие у человека должно быть мнение. Также, разумеется, еще несколько ситуативных вопросов. 5. Быстрее, медленнее. 6. Грубее, нежнее. И 7. Насколько ты возбуждена. Этот вопрос нужен вам для того, чтобы понимать реальное возбуждение другого человека. Да, возможно, человек вам соврет. Но если вы не будете комментировать, и реакция ваша будет, если человек говорит: я еще пока не сильно возбуждена, вы продолжаете возбуждать, или о, да, я возбуждена, и вы что-то делаете. Если человек поймет, что этот вопрос направлен на то, чтобы подстраиваться под ситуацию, он начнет отвечать честно. Вначале на этот вопрос будут часто врать. Итак, я сказал, единственный вопрос был, на который требуется длительный ответ, это 4-й вопрос про улучшить, изменить, как лучше и так далее конкретного действия. Внимание партнеров. Финал перед следующей частью теории. Все эти простые фразы позволят вам лучше контактировать с друг другом и выстраивать коммуникацию для того, чтобы понимать, с кем что происходит в какой момент. Это откроет вам истинное положение дел, и вы сможете нормально реагировать на какие-то заявления, демонстрацию обратной связи и желания вашего партнера. Внимание партнеров друг к другу – это прямой способ, даже если у вас в начале секса был низкий уровень возбуждения или у кого-то из партнеров он был низкий. Внимание к партнеру – это способ, чтобы уровень возбуждения к концу секса был высок. К кульминации, скажем так, чтобы вообще какая-то кульминация получилась у партнера. И забегу немного вперед. На самом деле, внимание к партнеру повышает его уровень возбуждения в следующий секс, когда вы этим занимаетесь. Поэтому обоюдное внимание, направленное друг на друга, гарантия высокого уровня возбуждения для обоих партнеров в итоге, через какое-то время. Итак, наша практическая часть этой лекции подошла к концу. До встречи в следующей. Она будет выложена прямо сразу же после этой. С вами был Чалышев Сергей и магазин magic-wand.me.